Рад приветствовать вас, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы представить вам совершенно уникальное видео. В нем Михаил Талалай, историк, переводчик и писатель, коротко расскажет о том, как он познакомился с Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским. А чем же это видео особенное? Возможно, спросите вы. А тем, что Михаил – главный историк по теме «Русская Италия», а также тем, что этим видео мы запускаем другой наш YouTube-канал под названием «Синелайн». На этом канале мы планируем публиковать видео для людей, изучающих русский язык. Напишите в комментариях, будет ли вам интересно смотреть подобные видео в будущем. Поехали! Никита Дмитриевич, да, Никита Дмитриевич необыкновенно яркая личность, поэтому при наших встречах, конечно, он меня сразу необыкновенно заинтересовал, обаял, мне хотелось с ним общаться, слушать его. Общение это происходило всегда в Москве. Я переехал из Петербурга через Италию в Москву, и мы встречались, естественно, на разного рода конференциях, встречах, слетах. И преимущественно это было в лоне Дома русского зарубежья. Рано или поздно со своими изысканиями о русской Италии я сблизился с сотрудниками и со всем кругом общения этого замечательного института. И поэтому на ряде конференций я слушал его яркие выступления. Пару раз мне повезло, почти случайно, я думаю, какие-то ангелы нас сажали за один столик. И, конечно, самые интересные истории, они происходят в кулуарах, и особенно в застолье. Ну, какие-то мне яркие его фразы. Я помню, мы были вместе на презентации проекта, очень важного проекта «Художники русского зарубежья». Мои знакомые его делали. Я поставлял тоже свою информацию о тех художниках, которые в Италии осели. И Никита Дмитриевич выступил со своими комментариями, очень точными, нужными, прочими. Но он всех как-то заразил и как-то всю атмосферу приподнял, когда я даже запомнил эту фразу, это замечательное выражение, сказал, что надо привлекать к этому проекту финансово одаренных людей. Да, он любит эту фразу. Да, может быть, ее такое же стало. Ну вот я в первый раз от него это услышал, это запомнилось. И мы переписывались, некоторые вопросы я ему задавал, особенно когда собирался в Англию ехать, тоже ездить на какие-то конференции. И поэтому я рад, что нас хотя бы кратко судьба сводила. Это один из тех людей, даже такие очень кратковременные встречи, с которыми оставляют важный след. Потом мне было, конечно, интересно наблюдать за ним. Это человек, с которым хорошо быть рядом, и от которого воспринимаешь много. Мне в жизни повезло, я общался с очень многими интересными людьми, и, пожалуй, не могу сравнить по объему и составу нашего общения. Но все-таки что-то есть это и в общении с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, с человеком, который представляет из себя такую многогранную, сложную, очень богатую личность, у которой хочется почерпнуть многие качества и с которыми хочется быть рядом.